Друзья, всем привет! С вами канал «Трактористы» из Нижнего Новгорода. Хотим поделиться обстановкой, какая у нас сейчас в боксе, и вообще трудовые процессы идут. Плюс есть небольшие интересные новости. Как вы видите, по нашему боксу у нас творческий процесс сборки. Везде инструмент, везде масла, фильтра и прочее. И сейчас у нас на сборке трактор нашего иностранного товарища Аренда. Он определился с моделью трактора, которая ему интересна, с рабочими органами, с погрузчиком. И сейчас мы вам обо всем об этом расскажем. Хотим передать привет Аренду и его семье. Ребята, вам всем большой привет. Мы занимаемся вашим трактором. Итак, у нас на сборке МТЗ-82.1 с балочным мостом. 24 год, красный цвет. Трактор у нас не был оснащен кондиционером с завода. Мы этот кондиционер установили. Также у нас уже на место встал погрузчик Беларус Турс 1500М. Хотим сказать большое спасибо ребятам с завода Сальсельмаш. Они очень ответственно подошли к работе с данным клиентом. И мы хотим их поблагодарить и передать им привет. Ребят, Сальсельмаш, если кто-то смотрит наш канал из ваших сотрудников, всем вам большой привет. Беларус 1500М, управление идет джойстиком. Сейчас у нас этот процесс весь в сборке, но хотим вот показать, у нас будет установлен вот такой распределитель с плавающим положением. Троса у нас подготовлена тоже для монтажа. Тросики у нас будут вставать вот сюда и уходить в кабину. Вот эта секция у нас получается с плавающим положением. Здесь у нас будут муфты в дальнейшем, то есть у нас все пока в процессе сборки. Еще не установлены задние разгрузочные тяги. Это мы сделаем в самом конце и смонтируем. Для того, чтобы разгрузить именно корпус сцепления, потому что на него большая нагрузка без вот этих тяг. Устанавливаем тяги, и все будет отлично. Погрузчик у нас в красном цвете, под цвет трактора. Еще раз большое спасибо ребятам из Сальска, Сальсельмаша. Так, давайте перемещаться вперед. Кроме отличия по цвету, с этим погрузчиком, у этого погрузчика относительно все стандартно. То есть у нас идет евро-каретка под рабочие разные органы. Аренд выбрал порядка 5 рабочих органов. Мы вам их тоже покажем. Здесь у нас идут электромагнитные клапана. Джойстик у нас будет с 2 кнопками и 2 электромагнитных клапана. Один клапан уже сразу у нас идет подключен к гидравлическому замку рабочих органов. Второй клапан свободен. Мы его сделаем на захват. Ну и на любой другой орган, у которого будет требоваться либо ковш челюстной, либо захват, либо тюки, как хватает, Лех. То, что хватает тюки. Здесь поставим муфты, и все, и быстренько будем рабочие органы менять. Дополнительная секция. Да, дополнительная секция. Так, что у нас еще тут? Какие процессы по трактору? Смонтированный кондиционер. Все трубки вывели, все сделали как и всем, качественно, как себе. По кабине тут пока у нас еще идут работы. Мы в конце покажем уже полный обзор этого трактора. То есть в кабине будет сейчас у нас этап, это монтирование кронштейна для джойстика. Вот он, кронштейн. Вот. Это все уже покажем после сборки. И вот у нас идет сам джойстик. Оп. Это вот, между прочим, очень важные штуки. Здесь у нас колечки. Где? Вот они, колечки. Фиксирующие, стопорные. И то, что пальчики, которые фиксируют трос. Вот у нас 2 кнопки. Одна будет на открытие и закрытие гидравлического замка на рабочем органе, вторая будет дополнительная секция.
Вот, по задней части трактора у нас пока там никаких изменений нет. Сейчас тоже покажем. Там все стандартно, потому что никаких рабочих органов назад у нас еще не выбрано. То есть мы это будем делать в дальнейшем. Так. Здесь темновато, но тут мы ничего не трогали. То есть здесь у нас все стандартно. Даже навеску не собирали. То есть все вот как было с завода, так и осталось. У нас есть еще несколько идей и доработок. Они такие незначительные, но на комфорт, наверное, повлияют именно управление трактором. Так. Вот, кстати, тяги. Вот эти задние, разгружающие. То есть толщина, я думаю, тут 12. Да, Лёх? Или десятка? Сколько тут? 12 миллиметров, а может даже и больше. Но это без точных инструментов. На глаз. Да. Да, кстати, был другой. Вот здесь вот, да, Лех? Да. Поменяли кронштейн. Да, вот этот кронштейн заменили. И вот эти штуки по-другому немножко сделали. Они у нас раньше, по-моему, вот здесь вот стояли, да? А сейчас здесь у нас есть закладная, накладная. Прикрутили болтиком. И здесь будут именно проходить шланги, чтобы они централизованно как-то располагались. Вот они, кстати, эти шланги. То есть они у нас пролезут вот так сюда и будут подходить к гидравлическому распределителю. Процесс идет. Не торопимся. Собираем все хорошо. И в ближайшее время уже, я думаю, у нас сколько нам дня? 3-4 еще необходимо. Мы все полностью соберем, опробуем, прошприцуем и покажем результат, уже готовый трактор. Ну и далее, естественно, поедем на передачу трактора его собственнику. Сейчас давайте пойдем посмотрим рабочие органы. Мы до них еще как бы их не собирали, ничего с ними не делали. Просто покажем, какой набор орудий будет с данным трактором и с данным погрузчиком. Итак, друзья, продолжим. Покажем сейчас орудие на фронтальный погрузчик, который выбрал Арент, который он будет использовать в процессе стройки дома, стройки своей фермы, ну и в дальнейшем уже на ферме. Так, первые у нас это идут обычные вилы палетные, то есть для перевозки поддонов, либо каких-либо труб, материалов спокойно можно превратить свой трактор в вилочный погрузчик. Далее у нас идет универсальный захват. Мы имеем две вот такие лапы, и они у нас зажимают. Работают вот так. Для вот этого орудия нам и нужна кнопка на джойстике вторая. Первая у нас, напомню, будет на гидрозамок, который закрывает, фиксирует орудие. Вторая кнопка на управление навесным орудием. Далее у нас идут самые обычные вилы-пики для погрузки рулонов. Дальше у нас идет пики только с прижимом уже. Для этого орудия нам тоже необходима секция дополнительная на джойстике и кнопка. То есть открывание-закрывание прижима будет работать с кнопки на джойстике. Ну и самое распространенное и классическое, и то орудие, без которого никуда, это ковш 0,8 куба. Вот такой арсенал выбрал Арент. 5 единиц будет использоваться на первое время. Да. Но, хочу сказать, да, что большой у нас объем работы. Вот видите, синий белорус, он у нас стоит на ремонте ТНВД. Клиент покупал у нас этот трактор и в дальнейшем обслуживается тоже у нас. Также собрали вот коммунальную машину на базе балки 82.1. Здесь у нас щетка с поливом, Сальсильмаш, бак на 500 литров. Фронтальный погрузчик Турс, тоже управление джойстиком. И челюстной ковш. Челюстной ковш 0,8 метра кубических. Также. Все, машина готова. В понедельник будем ее передавать заказчику. Друзья, всем хотел сказать большое спасибо за просмотр.
Всем желаем крепкого и огромного здоровья. Крепко жмем руку. Пока-пока. Увидимся в следующих сериях. С вами был канал Тракторист Нижний Новгород. Пока-пока.